Привет, ты на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как превратить любой Android смартфон в бабушка-фон. То есть в такой телефон, с которым легко сможет справиться любой пожилой человек. По крайней мере, произвести звонок, ответить или прочитать сообщение, узнать баланс и, кроме того, что не менее важно, не включить каких-нибудь функций, не подключить услуги, не установить какие-нибудь приложения, так как не секрет, что большинство телефонов, которые продаются сейчас в магазине, которые вы можете купить, являются смартфонами с кучей функций. Даже самые дешевые телефоны обладают множеством функций, которые не нужны, которые не все функции нужны пожилым людям. Найти обычный телефон, который просто звонит и принимает сообщения, с каждым днем становится все сложнее, и поэтому приходится подстраивать новые современные смартфоны с кучей функций под упрощенный вариант пользования. А также это полезно, если у вас, например, ваш телефон, смартфон, который был год назад или 2 года назад, топовый и с большим функционалом, сейчас вы его обновили, при этом он еще в идеальном состоянии, вы хотите продлить жизнь этому смартфону и отдать своим там родственникам пожилым, либо какому-то знакомому, либо незнакомому пожилому человеку, и при этом вы понимаете, что ему будет тяжело пользоваться таким технологичным устройством, либо просто функции ему не нужны, то предлагаю в этом видео рассмотреть, что можно сделать по максимуму для упрощения пользования таким устройством. И не теряя времени, давай приступим. Ну а прежде я хочу попросить подписаться на канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Итак, не теряя времени, давай приступим. Прежде всего нужно установить какой-нибудь максимально легкий лаунчер. То есть лаунчер — это тот главный экран, который вы видите, когда включаете смартфон, и с помощью которого, собственно говоря, запускаются все остальные приложения, даже такие, как просто позвонить. Либо установить лаунчер самый простой, об этом я скажу чуть дальше, на одном примере приложения лаунчера покажу, либо можно оставить родной, но просто минимизировать его по максимуму. И мы сейчас к этому приступим. Ну, во-первых, нужно поудалять все приложения, которые явно будут не нужны, а это практически 90% приложений, которые установлены, скорее всего, не понадобится человеку, которому нужен смартфон, просто звонить. Те же самые приложения, там Google Chrome, какие-то там банкинги, социальные сети, это все в принципе можно поудалять, если пожилой человек не планирует этим пользоваться. Особенно если телефон достался от вас, то скорее всего после вас там установлено много приложений, которыми вы пользовались, социальные сети и прочее, что абсолютно не нужно. Итак, первое, что делаем, это удаляем все приложения, которыми явно человек не будет пользоваться. Удаляем их полностью. Это к тому же освободит память и ускорит общее быстродействие смартфона. Это первое, что нужно сделать. Второе, есть приложения, которые удалить нельзя, которые устроены, например, тот же Play Market. Его можно переместить в какую-нибудь одну папку, либо ее создать на рабочем столе, либо она уже будет готовая, как у меня вот здесь вот. То есть некоторые приложения, которые идут вместе с прошивкой Android, с операционной системой, их удалить нельзя, и при этом они не нужны человеку. Их можно просто спрятать в какую-нибудь папку подальше, а эту папку еще к тому же можно переместить на какой-нибудь дальний экран. То есть первое, что сделали, удалили приложения, которые удаляются, которые не нужны. Второе, это те приложения, которые не удаляются, но они не нужны. Переносим их в какую-нибудь папку и оставляем на главном экране только те приложения, которые явно будут нужны человеку, который планирует использовать смартфон просто как телефон. Это обязательно дилер, то есть наборщик номера.
Он может у вас называться телефон, набор номера, дилер, как у меня, и прочее. Установить его на главный экран, где-нибудь внизу, слева либо справа. Также контакты обязательно. И сообщения. У меня нет приложения сообщения, но если в вашем случае есть, также где-нибудь здесь, либо в другом месте устанавливаете приложение сообщений. Это в принципе основные приложения, которые нужны любому человеку, который планирует пользоваться смартфоном как звонилкой. Второе, можно еще изменить некоторые настройки в самом андроиде, в операционной системе. А именно, первое, можно шрифт увеличить по максимуму. Для этого мы зайдем в настройки, если мы говорим об Android. Далее экран. И здесь видим размер шрифта. Стоит по умолчанию, можно выбрать либо крупный, либо максимальный, в зависимости от того, как вы посчитаете нужным, какой будет более удобен, на ваш взгляд, зная человека, которому вы отдадите смартфон. Также еще шрифт меняется в спецвозможностях. Спецвозможности, размер шрифта, он в принципе автоматически меняется. Я установлю себе по умолчанию. В вашем случае ставите либо крупный, либо очень большой. Размер шрифта. Также нужно подстроить немного клавиатуру. Для этого мы также в настройках пролистываем вниз, находим язык и ввод. Языки тоже можно, в принципе, если у вас стоит здесь несколько языков, русский, английский, то в принципе вы можете удалить какой-нибудь и оставить один язык, которым человек будет пользоваться. То есть вряд ли человеку потребуется, пожилому человеку потребуется какой-то английский, либо еще какой-то язык, если мы говорим о русскоязычных пользователях. Если, соответственно, родной язык украинский, оставляем украинский и так далее, исходя из того, какими языками планируется пользоваться. То есть, я думаю, мысль донес. Оставить минимальное количество языков, которыми будет пользоваться человек. То есть, если не планируется пользоваться китайским языком, то смысла здесь добавлять его нет. Это будут языки в клавиатуре, которые. При этом, если человек все-таки планирует пользоваться соцсетями, то английский все-таки стоит добавить. Потому что логины, пароли и прочая информация вводится на английском языке, поэтому тогда выбираем родной native язык, на котором человек говорит, и английский. Проверка правописания можно отключить тоже, это будет лишнее замешательство вводить. Ну и в принципе здесь основное. Итак, по настройкам мы, еще раз вкратце скажу, это меняем шрифт, делаем больше его. Не обязательно его делать самым максимальным, просто делаем больше. И настраиваем язык 1, 2, либо столько, сколько необходимо. Потом еще что я хотел сказать по настройке. Это есть приложение, AppLock называется. Я сейчас вам его покажу в Play Market, как оно выглядит. Можно его будет заранее скачать. Так выглядит AppLock, вводите в поиске. Вот так выглядит иконка этого приложения от производителя Do Mobile Web. Скачиваем, устанавливаем, открываем его. Тут попросит ввести пароль. Смысл этого приложения в том, чтобы заблокировать некоторые приложения, которыми человек не будет пользоваться, не планирует пользоваться. Например, можно заблокировать такие функции, как Bluetooth, Wi-Fi. Для этого надо еще доступ предоставить. Нажимаем «Разрешить доступ». Да, чтобы пользоваться этим приложением полноценно, Android попросит предоставить разрешение этому приложению, поэтому соглашаемся, устанавливаем «Да», и после этого мы можем отключать функции. То есть
Если не планируется пользование Wi-Fi, а скорее всего оно не планируется, мы просто закрываем эти автоматическая синхронизация и прочее, что не нужно. Google Play игры, это все можно будет позакрывать здесь, оставив минимальный функционал. Например, уведомления тоже не всегда не нужны, и пожилым людям, скорее всего, они не пригодятся, будут только отвлекать и каким-то образом мешать. Я сейчас подключаю у себя. Ну, в вашем случае вы устанавливаете то, что вы хотите заблокировать. Браузер можно заблокировать тоже. Весь этот функционал явно не нужен для того, чтобы просто звонить. Приложение называется AppLock. Еще раз. Еще хотелось бы рассказать о некотором психологическом моменте, что не стоит объяснять пожилому человеку о всех функциях в телефоне, которые есть, что нажимать, что это. Нужно объяснить максимально просто. То есть нажали сюда, чтобы позвонить, нажали сюда, чтобы контакты, нажали сюда, чтобы сообщения прочесть. Не стоит объяснять о всем функционале смартфона. Человек просто перестанет вас слушать и, скорее всего, забудет то, о чем вы ему говорили. Ну и в завершении видео хотел бы еще рассказать об одном лаунчере, который, возможно, вам пригодится, если не устроит стандартный лаунчер, который идет с андроидом либо с телефоном в прошивке. Можно еще использовать специальный лаунчер, который разработан для этих целей. Называется он Big Launcher. Сейчас напишу английскими символами, чтобы вы поняли, как искать это приложение. Big Launcher. Вводите английскими символами, так как ввожу я, поиск, и вам потребуется вот это приложение Big Launcher, вот с такой иконкой от производителя Big Launcher. У него довольно много отзывов, и как видите, он специально разработан для наших целей. Нажимаем открыть, скачиваем, устанавливаем, открываем, и вот так выглядит интерфейс. То есть тот же минималистичный дизайн, которого мы добивались в начале видео, только плюс еще и все в увеличенных размерах. То есть если немного объяснить, рассказать человеку, то в принципе вполне легко пользоваться этим приложением. То есть основная информация: время, звонок, сообщение, камера. Есть кнопка SOS, наверное, можно установить звонок на какой-то номер. В общем, это вся информация, которую я хотел рассказать для того, чтобы сделать ваш смартфон пригодным для легкого использования пожилыми людьми. Надеюсь, видео было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и оставляйте комментарий. Это очень поможет каналу. Всем пока!